Упрощенная версия Redmi Buds 4 Pro. Она имеет активное шумоподавление до 35 дБ с 4 режимами работы. Двойной режим прозрачности, возможность регулировать громкость прямо с наушников, удобное управление, качественные материалы и хорошую эргономику. Как вы уже поняли, сегодня речь пойдет о наушниках под названием Redmi Buds 4. На Pro-версию на канале уже был обзор, они мне очень понравились. Как же дела обстоят у этой модели, сейчас я вам расскажу. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Ничего супер эпичного они не обещают, обещают 10-миллиметровые динамические драйвера, Type-C-шный вход для бокса, помимо этого Bluetooth версии 5.2, но это не последний, есть уже 5.3, IP54, и это значит плавать в них нельзя, это же не IPX7, но потопить их для вас я потоплю. И, разумеется, активное шумоподавление. Никто ничего нового не придумывает в наушниках, ждем что-нибудь, чтобы придумала Apple. Если вскрыть коробку, разумеется, никаких блоков питания нет, кабельное хозяйство на борту, не особо длинное, но есть. Плюс наушники, которые не особо сильно отличаются, кстати, внешне. По мне, от третьей версии, по большому счету, даже бокс такой же. Сами уши, нет, они стали более пузатыми, еще более пузатыми. Давайте без шуток по поводу цвета, света и всего остального. Я не люблю вот такие штуковины, с одной стороны. С другой стороны, понимаю и принимаю людей, которые их носят. Нравится вам? Ну, носите. Разумеется, здесь есть комплект сменных амбушюр, 2 штучки, то есть третья у нас на самих наушниках. Сейчас я их быстренько примерю. Скажем так, комфортно, но не дико. Я их не ощущаю, но мне, наверное, будет нужно к ним привыкать. Привыкну или нет, услышите в ролике. Вес 4,5 грамма каждый наушник. Вес самого бокса 39 граммов. И если брать в расчет, допустим, как что выглядит, вот смотрите. Это были Redmi Buds 3. Притом это правый. Это левый Redmi Buds 4. И вот так они будут отличаться внешне. Бокс не видоизменился, уши стали более пузатыми, но боксы вообще практически не поменялись. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. Сейчас я разыгрываю наушники Sony и помимо этого еще защищенный смарт. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Не забываем подписываться, кстати, на телеграм-канал Взаимопомощи, нас там почти 15 тысяч человек. И скидок больше 60 тысяч человек. Там, к слову, есть и эксклюзивный контент по хэштегу ПользаВлог. Перейдем же к беспроводным наушникам. Полетели. В продаже имеется голубая и белая расцветка. Внешний бокс такой же, как у прошлой модели. Зарядный бокс изготовлен из матового пластика. Тактильно материалы приятные, но скользкие. Габариты небольшие, 48 на 65 на 26 мм. В кармане бокс практически не мешается. Сборка качественная. На корпусе расположили название производителя, кнопку для сопряжения, разъем USB Type-C и LED-индикатор. Открыть одной рукой крышку бокса можно без проблем. Крышка в открытом состоянии фиксируется и самостоятельно не захлопывается, что способствует удобному изъятию наушников из бокса. Шарнир пластиковый и люфт у крышки отсутствует. Хлопок звонкий и слегка раздражающий. Внутри бокса есть краткая информация мелким шрифтом и 2 места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе не гуляют. Если попытаться их вытряхнуть, то много усилий прикладывать не придется. Полный цикл зарядки занимает 1 час 40 минут. Беспроводной зарядки нет, что не радует. Наушники можно перезарядить от бокса стандартные 3 раза. Саморазряд у бокса лично я не наблюдал. Переходим к наушникам. Redmi Buds 4 выглядят, как по мне, не совсем привлекательно. Их сделали больше, чем Buds 3. Выполнены они из матового пластика с глянцево-зеркальной вставкой. Дизайн наушников напоминает дизайн самсунговских наушников. Качество материалов хорошее, как и сборка. Габариты 18 на 21 на 24 мм. Звуковод не длинный, 5,8 на 2,8 мм. Звуковод имеет выступ для удержания амбушюры и силиконовую сеточку. Металлическую или пластиковую производитель решил не ставить. Посадка неплохая, у меня они сели плотно, из ушей выпирают наушники знатно. При длительном прослушивании музыки лично я дискомфорта не ощущал. Во время пробежки из ушей они не выпадают, что радует, но тут помним, что нужно подобрать правильно амбушюры для того, чтобы они у вас не вылетали. На корпусе расположили 2 контакта для зарядки, 4 микрофона в общей сумме, маркировку left-right, датчик автопаузы и сенсорную область. Из тапов на борту play-пауза, переключение треков, регулировка громкости, вызов
вызов голосового ассистента, ответ, сброс вызова и переключение между режимами шумоподавления. Одиночного тапа нет и ложных срабатываний у меня не было. На тапы откликаются наушники отлично. Настроить тапы возможность есть. И с этой моделью такая же ситуация, как с Redmi Buds 4 Pro. Так что либо ждем, пока в приложении с русским переводом добавят возможность полноценно настроить тапы, или скачиваем китайское приложение по QR-коду на китайском языке. Озвучивание сопровождается сигнальными звуками. Летим дальше. Оснащены Redmi Buds 4 динамическим драйвером в 10 мм, активным шумоподавлением до 35 дБ. Оно имеет 4 режима, ANC работает корректно. Я в основном использовал адаптивный режим активного шумодава, и в целом я более чем доволен им. В шумных местах, к примеру, в метро, разумеется, весь посторонний шум ANC не заглушит. Пассивная шумоизоляция неплохая, функция прозрачность имеет 2 режима работы. Во время разговора с собеседником на улице у меня проблем не возникало. Я мог спокойно разговаривать, не вынимая их из ушей, что удобно. Далее, заряд наушников в шторке отображается, по одному они работают, переподключаются не бесшовно, а по какой-то причине с задержкой 2 секунды. Уверен, что с новыми прошивками это дело пофиксит, но очень странно, потому что даже какие-нибудь полуподвальные уши за $20 уже это умеют, хотя эти стоят не намного дороже. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса, датчик автопаузы отрабатывает шустро и без нареканий, отключить их можно в приложении, что удобно. Анимацию также можно включить в официальном приложении или воспользоваться анимацией из приложения Mi Buds M8, но анимация с официального приложения срабатывает очень редко. Далее, полный цикл зарядки наушников занимает 58 минут, время автономной работы неплохое и хватит его многим. По кодеку AAC на 65% громкости с выключенным активным шумоподавлением они прожили 5 часов 13 минут. 5-минутная зарядка дает 50 минут прослушивания музыки в тех же условиях, это прям круто. Далее, водонепроницаемость класса IP54, разумеется, как и все устройства с какой-либо степенью защиты от воды, влаги и тому подобным, я их искупал в воде. Радует, что с ними ничего не произошло, весь функционал как работал, так и работает. Внешне не пострадали, разумеется, подобное делать с такими устройствами не стоит при такой защите. Но у меня они живы. Будем считать, что если вы под сильный дождь попадете, скорее всего, у вас они тоже не погибнут. Далее, для удобного использования можно пользоваться приложением Mi Buds M8, но помним, что на данный момент всех настроек в нем нет. В китайском приложении, которое нужно скачать по QR-коду в инструкции, все настройки есть, но приложение на китайском языке. В китайском приложении на главном экране с наушниками есть заряд аккумуляторов наушников и бокса, окошко с переключением между режимом шумоподавления, режимом прозрачности и обычным режимом. Настройка тапов, включение автоматического ответа на вызов. Проверка правильной посадки наушников, лаборатория с новыми функциями, такими как поиск наушников и уведомления о потере наушников. Обновить прошивку в приложении можно, но мне обновления еще не прилетали. Я уверен, что их будет много. Это же Xiaomi-шные уши, они довольно часто обновляются. Bluetooth предпоследней версии 5.2 из кодеков на борту SBC и AAC, кодеков высокой четкости нет и не будет. Через 2 стены не отваливались и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube глазу незаметная, в играх задержка со смартфоном OnePlus 9 Pro приемлемая, но заметить небольшую рассинхронизацию можно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с шумоподавлением окружающих шумов и алгоритмом AI отрабатывают хорошо, но только в помещении. На улице же, хоть и голос сильно не искажается, но шум ветра, машин и так далее слышен практически отчетливо. Примеры вы сейчас услышите как в помещении, так и на улице. Пример работы микрофонов Redmi Buds 4 в помещении, где я записываю распаки, то есть шуровский микрофон висит надо мной, и вы слышите, как я, допустим, распаковывая, рассказываю свои впечатления, либо состав посылки. Вот так примерно вас будут слышать собеседники в идеальных условиях обстановки, которые вряд ли вы получите на улице, услышите сейчас. Ну, если вы не боитесь в этом ходить, вот вам пример работы микрофонов Redmi Buds 4. Максимальный глянец. Вот сейчас по какой-то неведомой мне причине ветер стих.
с одной стороны, с другой стороны, рано или поздно он появится. Стоим у дороги, ждем машин, которых, к сожалению, пока нет. И из интересного, что я могу сказать? Дизайн бокса новый они не придумали, в дизайн наушников они добавили пузатости. По большому счету, насколько это помогает микрофонам, не насколько. Обычно в таком форм-факторе мало что хорошо происходит. Кстати, мимо меня, когда проезжала машина, была довольно громкая музыка из нее. Надеюсь, вы ее не слышали, потому что я ее слышал отчетливо. В целом, ветер поднялся, ушам должно быть плохо. Вам оценивать, насколько хороши микрофоны. Смотрим. Звучание. Запаса громкости с головой. Я прослушивал музыку не выше, чем на 65% громкости. Если говорить о стоковом звучании без применения каких-либо эквалайзеров, то оно однозначно басхедное. Бас отличный, я бы сказал, плотный. Средний бас здесь есть, как и многослойность. Середина отработана неплохо, высокие не теряются на фоне остальных частот и звучат довольно хорошо. Каши я не обнаружил, во всяком случае, на средней громкости. Если выкручивать громкость выше 95%, то частоты уже начинают заползать друг на друга. Но я не думаю, что человек с нормальным слухом станет здесь выкручивать выше 80%. Сцена средняя, детальности хватает, глубина очень меня порадовала, полное ощущение пространства. С инструменталом эта пара справляется неплохо, вокал звучит достаточно хорошо. Для современной музыки они однозначно подойдут, и не только. Над звучанием, как по мне, действительно постарались. Из минусов: дизайн, зеркальные вставки максимально неуместны, но на вкус и цвет фломастера разных. Нет эквалайзера в приложении, нет беспроводной зарядки, нет кастомного эквалайзера, нет возможности переключать режимы шумоподавления через тапы, нет кодеков высокой четкости, также нет пока русского языка в официальном приложении и вряд ли появится. А в неофициальном пока урезаны функции. Рано или поздно допилят, но вопрос когда. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Цена очень даже привлекательная, я бы сказал, прямо супер. И из аналоговых устройств, как у меня спрашивают: Саня, что бы лучше ты купил из наушников? Flip Buds Pro я бы взял, если из Xiaomi. А вообще Sony 4 покупайте, если у вас прям очень много денег. Если у вас не очень много денег, то ждите мои топы, либо смотрите прошлые. И в целом приходите в телеграм-канал взаимопомощи и спросите у людей, что кому больше нравится. Потому что там народ покупает, по-моему, как и я, все. И тестирует. Потом делится мнением. Резюмирую. Redmi Buds 4 внешне от Redmi Buds 3 практически не отличаются. А вот от Redmi Buds 4 Pro они отличаются максимально. В каком-то плане 4 это упрощенная Pro-версия, но по звучанию мне больше понравились 4. Хоть внешне они мне не зашли. Звук — это как вкус. У сомелье спросите. У всех разные ощущения, особенно когда что-то играет хорошо. Эти уши играют однозначно хорошо. Подписывайтесь на телеграм-канал взаимопомощи и скидок, пишите в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.